Для того, чтобы нам раскроить воротник из кашкарсе, мы должны горловину приготовить к дальнейшему пошиву. Обязательно складываем изделие, а именно в зеркальном отражении горловину, совмещая плечевые швы и середину спинки. Обязательно совмещаем срез со срезом в зеркальном отражении и скалываем булавочками. Обязательно в таких случаях, перед тем, как сделать расчет, необходимо осноровить, если есть какие-то погрешности, уступчики. Горловину всегда осноравливаем для плавного перехода в области плечевого шва. Далее измеряем длину горловины. И именно измеряем за минусом нашего припуска шва, который мы закладывали. У меня в данный момент минус сантиметр. Измеряем сантиметровой лентой, отступая ширину припуска. И плавным круговым движением, переходом измеряем нашу длину горловины. По переменным шагам. В данный момент у меня 28,5. 28,5 умножаем на 2, это будет 57. Значит, длина горловины у нас 57 в полной длине и 28,5 в половинчатом виде. Нам нужно раскроить кашкарсе и рассчитать процент. Если наша кашкарсе слишком рыхлая, то можно сделать прям смело минус 10%. Если оно такое прям твердое, плотное, да, разные же бывают плотности, то можно сделать 5-7%. У меня средней плотности, и я раскроила за минусом 10%. То есть получается, что я сделала 57 минус 10% и раскроила длину. Получилось у меня 51 за минусом 10%. Сейчас проверим, как же он у нас ляжет. При втачивании мы слегка воротник должны натягивать. Мы не должны его прям вот в натяжку, а слегка. То есть создать кашкарсе, а именно трикотажному эластичному полотну, такую вот маленькую растяжимость. Если мы втачиваем воротник прям в натяжку, то у нас горловина будет слишком натянута. Вот у меня отмечена середина, как раз все совпало. Если мы втачаем воротник прям как в натяжку, то он у нас будет более прилегать к шее, что не особо приятно. И вот это вот шов втачивания будет смотреться, как будто бы воротник натянутый, а этот припуск соединения шва как будто бы стоит, и воротник такой вот издает лодочку. Поэтому я всегда делаю 5-10% в зависимости от плотности кашкарсе. В данном случае я сделала минус 10% от общей длины горловины. Я сейчас начинаю втачивать капюшон. Капюшон у меня уже готов, заготовлен. Изначально я отметила контрольную метку, метку прикладывания капюшона. И в данный момент у нас будет вместе с капюшоном втачиваться воротник. То есть сначала я втачаю капюшон. Можно вшить сюда замок-молнию для съемного капюшона, но можно и так. Но желательно замок-молнию не вставлять в горловину, потому что молния все-таки именно на трикотажных изделиях. Потому что молния, она не растягивается, она как тесьма, и, возможно, вот это место может стоять. Это не полиэфирная ткань, это трикотаж. И оно все-таки может стоять колом. Поэтому я не буду втачивать молнию. Капюшон у нас будет втачен вместе с воротником, но по отдельности. Вот таким вот образом. Я сейчас это втачаю.
и уже покажу готовый результат. Сам воротник, а именно в концах воротника с изнаночной стороны, советую лучше усилить дублерином. Тем же самым трикотажным дублерином, который позволяет также растягиваться, как и кашкарсе. По краям примерно 2 сантиметра шириной. И нам обязательно нужно отметить линию втачивания, а именно ту линию, которая у нас будет ширина воротника. От сгиба отмечаем ширину воротника. У меня идет 6. И дальше по всей его длине. Эта линия нам нужна для того, чтобы воротник у нас был одинаковой ширины в готовом виде. И то же самое делаем с другой стороной. Одна сторона у нас намеловка идет для втачивания воротника в горловину, другая сторона у нас для линии соединения с подбородом, чтобы была точность именно по обтачиванию воротника в готовом виде. Мы будем обтачивать, и благодаря нашей контрольной намеловке стойка воротника у нас будет одинаковой высоты.